Дорогие друзья и коллеги, большое спасибо, что вы сегодня присоединились к нашему вебинару. Я вас приветствую от имени Антидискриминационного центра «Мемориал» и Международного комитета коренных народов России, в партнерстве с которым мы проводим эту серию вебинаров на тему прав коренных народов. И сегодня наша тема репрессии против активистов и организаций, различных движений, как формальных, так и неформальных, чья повестка связана с защитой прав коренных народов, право на самоопределение, в первую очередь, право на распоряжение землей и ресурсами, на экологическое благополучие, право на автономию, повестка регионализма, федерализма и так далее, что сейчас вот в современной России, к сожалению, поставлено вне закона, даже вот любые обсуждения на эту тему криминализованы. И готовясь к сегодняшнему вебинару, я вспомнила, что недавно АДЦ «Мемориал» подавал такую коммуникацию специальному докладчику по правам меньшинств, и там обсуждались вопросы определения коренных народов, какие в законодательстве тех или иных стран народы относятся к коренным, какие там есть различия и так далее. И я написала в этой коммуникации, что вот есть такие различия, такие признанные особо уязвимыми, такие-то народы, такие-то непризнанные, и там остаются в каком-то неопределенном статусе. Однако в вопросе репрессий они все равны. То есть мы видим, что в последние годы репрессии обрушились на представителей самых разных движений, как активистов и организаций, как находящихся до сих пор в России, так и тех, кто был вынужден уехать. Мы видели очень масштабное выступление, наверное, самое такое масштабное выступление протестное – это протесты в Башкортостане, где уже десятки человек подверглись уголовному преследованию, там были погибшие. И здесь тоже можно отметить, что эти репрессии очень такие многоликие. То есть, с одной стороны, это и обвинения там, в массовых беспорядках. Это принудительное психиатрическое лечение, как мы видим в случае шамана Гавушева. Это внесение в список экстремистских и террористических там, организаций, что для людей, находящихся в России, чрезвычайно опасно. Это преследование за какие-то публикации в социальных сетях, в том числе задним числом те, которые были сделаны несколько лет тому назад. Это заочное объявление в розыск, заочное осуждение. Короче говоря, это очень все разнообразно. И сегодня мы попросим наших спикеров помочь нам разобраться в этих вопросах. Мы пригласили сегодня выступить экспертов Александру Гарможапову, которую мы хорошо знаем еще по ее журналистской работе в Санкт-Петербурге. А в последние годы Александра известна антивоенной позиции, президент фонда «Свободная Бурятия», которая сама подверглась репрессиям, и в своей презентации, наверное, она об этом упомянет. И второй наш спикер – адвокат Евгений Смирнов, участник проекта «Первый отдел». И я предлагаю сначала выступить Евгению с обзором репрессивного законодательства, рисков и каких-то знаковых дел активистов и организаций именно с этой повесткой вот, этнических меньшинств, коренных народов, регионализма, самоопределения. И я прошу наших участников готовить вопросы, можно их писать в чате, или потом можно будет после выступления обоих спикеров их задать. Ну а теперь я предоставляю слово Евгению, пожалуйста. Друзья, добрый вечер. Конечно, вопрос у меня на самом деле, он такой даже не на час времени, это скорее про какую-то кандидатскую работу, даже, наверное, про докторскую работу. Вообще сейчас сложилась такая ситуация в Российской Федерации, что фактически не стало разделения по тому, как преследуют те или иные уязвимые группы или те или иные группы, с которыми государство борется.
В России существует такой огромный набор инструментов, инструментов давления, инструментов репрессий, которые применяются совершенно ко всем. Если года 3-4 назад мы могли примерно понимать, что если группа как-то связана с религией, то скорее ее будут преследовать по террористической направленности, либо, может быть, по экстремистской направленности. Если человек занимался какой-то правозащитной деятельностью, то скорее преследование будет по пути иностранных агентов или нежелательных организаций. Если человек занимался какой-то политикой, то скорее в отношении него возбуждали какие-то уголовные дела, и в рамках уголовных дел старались сделать так, чтобы он замолчал. Сейчас же все границы стерты, сейчас же все инструменты применяются ко всем из нас, будь то адвокаты, будь то меньшинства, будь то какие-то экологические организации. Одна из вех репрессий, которая произошла, это случилось в прошлом году в июле, когда Минюст 55 российских организаций, которые выступают за права коренных народов, назвал неким антироссийским сепаратистским движением и внес их в реестр экстремистов. Эта практика стала развиваться, наверное, года с 2018, когда Генеральная прокуратура Российской Федерации обращалась в суд с признанием какой-нибудь мифической организации экстремистской. Там мы увидели, как признавали и АУЕ организации экстремистской, это арестантский уклад ИДИН, признавали, тоже было громкое дело, международное ЛГБТ-движение экстремистской организации. И на самом деле этот список можно продолжать не до бесконечности, а до нескольких десятков прецедентов. И вообще, что влечет за собой включение той или иной организации в этот реестр? В первую очередь это влечет токсичность. Токсичность, то, что любая связь с организацией, которая находится в реестре, это потенциальное уголовное дело для любого человека. За что могут наказать в случае, если вы контактируете с организацией, которая признана экстремистской? Могут организовать, естественно, за организацию этой деятельности и за ее руководство. Могут наказать за склонение, вербовку или вообще какое-то вовлечение лица в деятельность этой организации. Могут наказать уже за финансирование деятельности этой организации. То есть фактически за любое участие в жизни организации, признанной экстремистской, э, российским законом предусмотрена уголовная ответственность. Причем уголовная ответственность не в виде штрафов, не в виде какого-то небольшого срока лишения свободы, а уголовная ответственность там до сроков, которые исчисляются уже десятками лет. Это достаточно эффективный инструмент репрессии. Мы его в полной мере увидели в соседнем государстве, в братской нашей стране Беларусь, где экстремистским признаются все и вся, что не нравится в властям. И это очень удобно. Достаточно одного решения Верховного суда, а такие процессы проходят в закрытом режиме, адвокатов туда не допускают, материалы, как правило, содержат гриф «государственная тайна», а решение суда в лучшем случае мы случайно находим в материале какого-нибудь уголовного дела, которое уже появляется как вот раковая опухоль от этого решения. Так вот, есть преюдиция в виде решения Верховного суда. И после этого любое участие, оно легко доказуемо для человека. Написал, не знаю, что участие, репост материалов, оказание какой-то финансовой поддержки, переводы, участие в мероприятии, которое проводит организация экстремистская, все это может повлечь, естественно, негативные последствия в виде возбуждения уголовного дела. И включение 55 российских организаций в реестр экстремистов-террористов – это ну, действительно новая веха, потому что до этого никогда одним решением столько организаций в России не признавали запрещенными, не признавали вот как не знаю, материнской организации, несуществующей антироссийского или антигосударственного или антироссийского сепаратистского движения. Я уже в этих названиях, в названиях сам начинаю путаться.
Включение в сам факт привлечения к уголовной ответственности, он не только плох тем, что в отношении человека могут избрать меру пресечения, вынести приговор, прийти с обыском, допросить близких или людей, а по этим статьям это влечет за собой включение еще в реестр экстремистов и террористов физического лица. Совершенно отвратительный инструмент репрессии у государства, потому что вносит туда до приговора достаточно факта привлечения в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, и влечет это за собой полное поражение в имущественных правах. Первое – это банковская сфера. Все банковские счета блокируются. Снимать можно, по-моему, 22 тысячи рублей в месяц. Новые счета вам не открываются. Фактически вас лишают всех денег, которые находятся в банке. Следующий неприятный момент. Все операции с собственностью, которые подлежат государственной регистрации, приостанавливаются. Что это может быть? Некоторые виды ценных бумаг, купля-продажа автотранспортных средств. Вы не можете даже купить машину или продать свою машину. Это, естественно, сделки с недвижимостью. Если вы находитесь в реестре экстремистов-террористов, никакой Росреестр не зарегистрирует с вами сделку без разрешения Росфинмониторинга. Это влечет даже не просто невозможность продать квартиру, а даже фактический запрет на вступление в наследство. И нахождение в этом реестре до того момента, когда либо вас не оправдают, либо не прекратят в отношении вас уголовное преследование, либо когда не погасится ваша судимость. Например, некоторые составы относятся к категории тяжких или особо тяжких, а по ним судимость гасится аж через 10 лет после исполнения приговора суда. Ну вот человеку назначают, например, 7 лет лишения свободы, он выходит в 1932 году, и еще 10 лет он будет числиться в этом реестре экстремистов-террористов, потому что у него до того момента не погасится судимость. То есть последствия не только в виде уголовного преследования, но и вот в виде поражений в имущественных правах. А это очень серьезные последствия, потому что жить и работать без банковского счета, без возможности там, приобретать, продавать свое имущество в России практически невозможно. Огромное количество людей в последний, особенно год, привлекаются по статьям, связанным с нежелательными организациями. В России сейчас насчитывается порядка, наверное, уже 200 организаций, которые признаны нежелательными. Фактически любые иностранные проекты, которые так или иначе работают с Россией, вносятся в этот реестр нежелательных организаций. Это отдельный токсичный статус, который вот придумали российские власти уже больше 10 лет назад. И опять же, он предусматривает, ну, это менее токсично, чем экстремизм, но он предусматривает тоже различные виды ответственности за любое участие в деятельности такой организации. Если вы просто принимаете участие в ее деятельности, приехали на мероприятие, какой-то семинар, посмотрели вебинар, распространили материалы в интернете, сделали репост. Это означает участие в деятельности, это штраф по Кодексу административных правонарушений. То есть это административное правонарушение. Если же вы руководите деятельностью нежелательной организации или же оказываете ей какие-либо финансовые услуги, это уже относится к категории уголовных преступлений. И здесь предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Сейчас мы видим активно развивающуюся практику в отношении журналистов, сотрудников средств массовой информации и тех, кто дает комментарии нежелательным организациям. 2025 год стал таким годом, когда государство открыло этот ящик Пандоры, и протоколы и уголовные дела уже просто посыпались, полетели как пули из пулемета. Их становится все больше, и обкатав их на журналистах, мы уверены, что дело дойдет до применения их против различных активистов на земле, которые так или иначе сотрудничают с иностранными проектами, признанными нежелательными. Потому что без поддержки нежелательных организаций заниматься
активной деятельностью внутри страны практически невозможно. Отдельным механизмом репрессий у нас является клеймо иностранного агента. Я уже люблю задавать на разных мероприятиях, сколько иностранных агентов на них присутствует. Ну, совершенно точно знаю, что на этом мероприятии уже есть несколько иностранных агентов, и эта репрессивная область, она, пожалуй, находится впереди планеты всей, потому что Россия пионер вот такого вида иностранных агентов и пионер в плане чего же еще придумать против иностранных агентов. Раньше это было просто клеймо, в принципе, за которое которое, во-первых, навешивалось только на юридических лиц, и за которое очень сложно было пострадать. Потом у нас изобрели иностранные агенты физические лица. Потом придумали различные виды штрафов. А теперь все это идет вот в сторону экстремизации этих людей. Это уже де-факто запрет на продажу квартир какого-либо имущества, де-факто запрет на аренду квартир и вообще де-факто запрет на возможность зарабатывать деньги внутри Российской Федерации. То есть все имущество, которое есть у иностранных агентов внутри Российской Федерации, оно своим образом замораживается. И сделать с ними ничего нельзя. Это сказывается даже на трудоустройстве, на работе близких родственников, которые остались в России. А сейчас государство, оно пришло к тому, что если человека назвали иностранным агентом, на 90% в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Новость этой недели. Путин подписал закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за второе нарушение вот этих обязанностей иностранных агентов. А это ставить пометки, сдавать различные отчеты в Министерство юстиции Российской Федерации, ну и вообще всем заявлять о том, что ты иностранный агент. Соблюдать это законодательство невозможно. Когда человека вносят в реестр иностранных агентов, автоматически против него составляют протокол о том, что он сам себя туда не включил, сам на себя не донес. И следующее нарушение после этого теперь уже повлечет возбуждение уголовного дела. То есть, если вас включили в реестр иностранных агентов, практически невозможно будет обойтись без возбужденного уголовного дела. Следующий момент – это уголовное преследование уже не за какие-то политические вещи, типа экстремизма иностранных агентов, а за преступления, например, связанные с государственной безопасностью или за преступления общеуголовные, например, какое-либо мошенничество. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Уголовный кодекс в части преступлений против госбезопасности претерпел кардинальные изменения. Появились новые статьи, а действующие составы предельно расширились. И составы фактически звучат следующим образом. Людей можно привлекать по самым тяжким статьям за общение с иностранцами, либо за какую-то помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И здесь мы видим обвинения, например, журналистов по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями, которые просто делали репортажи на земле. Это донесение информации о том, что происходит в российских регионах. Этим занимаются не всегда только журналисты. Этим занимаются и различные политические активисты, этим занимаются и представители коренных народов, которые рассказывают о том, что же происходит на их территории. И риск статьи 275 прим. 1 в случае передачи такой информации куда-то за пределы Российской Федерации становится вполне себе реальным, а не иллюзорным. Такие дела пробные уже были обкатаны в России, и вполне вероятно, они скоро начнут развиваться как на дрожжах, потому что мы узнали, что в сентябре-октябре этого года были возбуждены в некоторых регионах дела по этой статье. Мы пока не знаем существо обвинения по ним.
Следующая статья, это статья о государственной измене. Вот я уже коротко о ней сказал. Это оказание любой помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Э, Она совершенно чудовищная, потому что ФСБ в регионах само де-факто решает, какая же это деятельность, направленная против безопасности Российской Федерации. И э, практика по ней разрастается. Ежегодно, вот сейчас, если брать 24-25 год, возбуждается примерно уже 400-600 уголовных дел ежегодно по статье о государственной измене. Это совершенно чудовищные цифры, которых российская история не знала с 40-х годов. Вот практически целый век никогда в истории страны не было подобных цифр преследований по этой статье. А эта статья предусматривает аж пожизненное лишение свободы. И один тоже очень новый инструмент, который государство запустило с прошлого года. Он также связан с антиэкстремистским законодательством, но он совершенно изощренный. Это лишение в гражданско-правовом порядке всего имущества людей. Что делает государство? Прокуратура обращается в обычный районный суд с иском о признании какой-то группы людей экстремистским объединением. Эта группа может состоять из мужа и жены. Эта группа может состоять из энтузиастов, которые занимаются какой-то определенной деятельностью. Эта группа вообще может быть каким-то кентавром, который состоит из части физических лиц, а часть какие-нибудь юридические лица или некоммерческие организации. И просто прокуратура вне рамок уголовного дела говорит, что вот по нашим данным эта группа людей объединена каким-то единым умыслом, единым смыслом. Они плохо пишут о политике, которая проводится Российской Федерацией в регионах или в каком-то конкретном регионе, или в целом, которую недовольна политика Российской Федерации. И мы просим признать их экстремистским объединением и, признавая экстремистским объединением, просим обратить в доход государства всю их собственность. Вся собственность — это банковские счета, машины, и это жилье. Это даже единственное жилье, в котором проживают малолетние дети. Вот был процесс на прошлой неделе, и представитель Генеральной прокуратуры прямо в судебном заседании встала и сказала, что, знаете, вообще-то дети должны нести ответственность за своих родителей. Поэтому мы просим выселить этого ребенка из квартиры трехлетнего и обратить всю их недвижимость в доход государства, и пусть родители сами разбираются, где он будет жить. Вот доходит уже до такого, и эти дела не намного проще, чем уголовные. Уголовное дело — это некая процедура, где нужно возбудить уголовное дело, предъявить обвинение, дать возможность защищаться. То есть это занимает все равно определенное количество времени, у государства занимает определенное количество усилий. Собственность в рамках уголовного дела тоже взыскать крайне сложно, потому что по российским законам пока конфисковать можно только то имущество, которое получено преступным путем или которое использовалось для совершения преступления. Ну, например, если убили человека, можно конфисковать молоток, которым вы убили человека. Или если вы э, привлечены за участие в деятельности нежелательной организации, за ее руководство, то можно конфисковать ту сумму, которую вот вам заплатили за руководство этой организации, но нельзя забрать то имущество, которое принадлежало вам до момента участия, до момента как бы совершения преступления или которое было получено вне его. А вот такие новые их инструменты, они позволяют разом за одно судебное заседание лишать вас всего. Фактически лишив вас в России всей собственности, ну, вы не сможете там жить. Вы не сможете там жить, плюс вы вноситесь, опять же, в реестр экстремистов-террористов. Далее вспоминаем, что вы остаетесь без банковских счетов, вы остаетесь без возможности фактически устроиться на работу. И так они людей выдавливают за пределы Российской Федерации. Вот этот отъем имущества, он происходит даже
грубейшими нарушениями российского репрессивного законодательства. Оно не позволяет проводить такие процессы, оно не позволяет отнимать имущество у обычных физических лиц. Но прокуратура и суды активно закрывают на это глаза, прокуратура и суды только развивают вот эту репрессивную практику. О ней пока не так много известно, но количество таких дел начинает расти в геометрической прогрессии. Буквально мы фиксируем буквально каждую неделю или каждые 2 недели в среднем, то есть 2-3 дела ежемесячно таких в российских судах. Это одно, и при этом одно такое дело, оно затрагивает не одного-двух людей, оно зачастую затрагивает там 5, 7, даже 10 людей, у которых начисто отбирают имущество. Это очень страшно, это очень неприятно, и это совершенно новый вид репрессий, который может распространиться буквально на все сферы активистов и правозащитников. Это, в принципе, вот, наверное, все, что я хотел рассказать. Я полагаю, что будет много вопросов и ответов в заключительной части. Может быть, кто-то захочет обсудить какие-то конкретные дела, например, то же самое дело о баймакских протестах. Пожалуйста, говорите. У меня, если по нему, то у меня есть материалы уголовного дела. Все готов обсудить. А теперь предоставляю слово Саше, чтобы не забирать у нее драгоценное время. Да, большое спасибо, Евгений, за такой фундированный обзор этих старых и новых тенденций в репрессивном законодательстве. Сейчас, пожалуйста, Александра, слово вам. И э, обратимся к делам, которые направлены именно на активистов из числа защитников прав коренных народов и других организаций вот с этой региональной и повесткой, собственно, антиколониальной, региональной, федералистской и так далее. Пожалуйста. Спасибо большое за приглашение. Всех приветствую. Интересно, что с Евгением мы, мне кажется, лет 10 назад, даже больше чуть-чуть присутствовали на заседании суда, когда Институт свободы информации оспаривал свой статус инагента, и тогда казалось, что это вот по какой-то предел. Сейчас вы это спустя 10 лет, что это было только начало, к сожалению. Ну и, конечно, интересно, Евгений также сказал о том, что выдавливают людей за пределы страны, выдавливают, но потом их объявляют в розыск. И это вот тоже интересные действия со стороны российских властей, которые почему-то не забывают о людях, которых они выдавили. Моя часть непосредственно связана с тем, как преследуют, какие репрессии применяются в отношении непосредственно этнических активистов или защитников прав коренных народов формулируют по-разному, но тем не менее практика и материала за эти 3 года, почти 4, накопилось чрезмерно много, как будто прошло лет 20. У меня есть презентация, я бы хотела приступить к ней и потом еще ее дополнять по ходу. Да, спасибо. Моя презентация называется «Денацификация России». Собственно, это связано с тем, что, наверное, активность этнических антивоенных движений она началась во многом с того, что Владимир Путин заявил о том, что необходима денацификация Украины, и, в общем-то, стал отправлять на войну большое количество представителей, в том числе коренных народов России, которые вот должны были денацифицировать Украину. Ну и здесь, в общем-то, присутствовал такой элемент расизма, и был вопрос, почему мы не занимаемся денацификацией России. Ну и, в общем-то, дальше в презентации я уже объясню, как это было сформулировано. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в общем-то, да, после начала полномасштабного вторжения России в Украину и диспропорциональное привлечение на войну представителей коренных народов громко зазвучали голоса этнических активистов. А также в ситуации с представителями бурятского народа это было связано с тем, что еще в 2015 году Кремль отправлял на Донбасс представителей
Бурятии, скажем, солдат из Бурятии. Почему это было важно? Потому что тогда Кремль официально не признавал своего присутствия на Донбассе, отправляли туда также псковских десантников, но псковские десантники внешне больше похожи на жителей Донбасса, нежели чем бурятские танкисты. И, собственно, по бурятским танкистам тогда и журналисты, и украинцы поняли, что российские войска присутствуют на территории Украины. И когда, собственно, уже в феврале 22 года Россия вторглась в Украину, опять же, так получилось, что, ну, потому что отправляли наиболее профессиональных, подготовленных солдат в тот момент для первых ударов, украинцы одними из первых увидели снова бурятских солдат, и, в общем-то, в медиа возникла истерия относительно того, что там, чуть ли не одна Бурятия напала на Украину, присутствовал, естественно, расизм, и также, конечно, боком вышло еще в 2015 году то, что сняли кремлевские движения, такое видео, которое называлось «Боевые буряты Путина обращаются к украинским, значит, фашистам», и, собственно, мем «Боевые буряты», он впоследствии очень надолго остался в социальных сетях. И тогда представители, в том числе бурятского народа, захотели записать видеообращение, в котором бы они говорили о том, что они являются этническими бурятами, но они категорически против войны, против вторжения России в Украину. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как я и сказала, что одна из причин такой активизации, она была связана с заявлением Владимира Путина о денацификации Украины. Собственно, многие, кто жил в России, к тому моменту те, которые участвовали в кампании «Бурят против войны», они уже не жили в России, они столкнулись непосредственно в России в свое время с расизмом и шовинизмом, и очень хорошо помнили слова Владимира Путина о том, что Дмитрий Медведев такой же русский националист, как и я в хорошем смысле, но уже в 2023 или в 2024 годах Владимир Путин с осуждением говорил о том, что Владимир Зеленский украинский националист. Было не совсем понятно, чем украинский националист хуже, чем Владимир Путин как русский националист, но тем не менее он риторику сменил. И фонд «Свободная Бурятия», который я представляю, и я непосредственно в индивидуальном качестве, мы запустили такую кампанию, как «Денацификация России». У меня был закрытый Инстаграм долгое время, я его открыла для того, чтобы в сторис спросить у своих подписчиков, сталкивались ли они с расизмом непосредственно в России, которая сегодня объявила себя главным антифашистом мировым. И я рассчитывала где-то на 50 историй, которые мне пришлют, потому что у меня в тот момент был не очень популярный Инстаграм, и он закрыт был на протяжении многих лет. И было большое удивление, когда этих историй оказалось 1000, потом 2000, и спустя несколько недель их накопилось порядка 4000. То есть резонанс был очень большим. И лично для меня открытие было большое, что писали в том числе представители, например, чувашского народа, или удмуртского, или карельского. Мне, как азиатски, казалось, что люди там с условно европейским фенотипом лица, они не так сильно пострадали, скажем, такого бытового расизма, но выяснилось, что тоже они много слышали в своей жизни про то, что чувашский язык деревенский или удмуртский, что там они какие-то деревенщины, селяне и так далее. То есть вот такой бытовой расизм, о котором Владимир Путин говорил, что в России нет, его оказалось в России очень много. И компания была довольно успешной, они очень много писали независимые медиа, ну, которых впоследствии, естественно, все они признавались и признаются нежелательными. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в общем-то, как я и сказала, весной 2022 вот появились этнические антивоенные инициативы. Помимо Free Бурятия Foundation, Фонда свободы Бурятии, который я упомянула, также появились и аналогичные фонды из Якутии, из Калмыкии, из Тывы, из Башкортостана.
и из многих других республик, о которых мы даже, может быть, не совсем хорошо знаем, но тем не менее эти инициативы нас тегали, нам рассказывали о том, что они тоже самоорганизовались в других республиках, это я хорошо помню. Вот, медиа из Коми Дейли, оно уже существовало, но после февраля 22 они сосредоточились очень сильно на антивоенном и деколониальном контенте, и, собственно, также присоединились и к кампаниям по денацификации России, вообще, соответственно, того, что Россия сегодня ведет и имперскую войну против Украины, и надо называть вещи своими именами, что Россия является империей и, в общем-то, продолжает свои имперские практики. И вот поддержку региональным антивоенным инициативам на первых порах очень большую оказал такой паблик, как «Азиаты России». Его руководители, что интересно, в тот момент еще находились в России, непосредственно, по-моему, в республике Хакасия, хотя они представители, по-моему, тувинского и бурятского народа руководители, но, тем не менее, они в тот момент находились в республике Хакасия. И вот тоже их стали преследовать, стали приходить полицейские, причем каким-то образом они узнавали, где они живут, хотя они вроде не афишировали, но, в общем-то, они стали также сталкиваться с проблемами, находясь в России. Было понятно, что им нужно уезжать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, в общем-то, Free Buryatia Foundation довольно быстро приобрело популярность, в том числе и в Кремле. Собственно, мы запустили даже сайт наш официальный, мы долго его делали, мы его запустили в июне 22 и, по-моему, через 2 недели уже он был заблокирован в июле 22. Впоследствии в ноябре 2023 года я была объявлена в индивидуальном качестве иностранным агентом, причем я оказалась в последнем списке перед тем, как списки стали делать общими. Тогда они еще разделялись на физлицы, инагенты и СМИ-инагенты. Вот я была признана физлицом, иностранным агентом, и там в тот момент даже упоминалось и указывался твой спонсор, ну, чьим инагентом ты являешься. У меня была указана Украина. Вот, собственно, фонд сам стал иностранным агентом уже в качестве юрлица в марте 23 года и нежелательной организации в сентябре 23-го. То есть в тот момент мало еще организаций, в том числе этнических, антивоенных, получали статусы нежелательных организаций, ну и, в общем-то, таких преследований конвейерных еще не было, потому что вот я сейчас вспоминаю, что то, что связано с фондом, но вот к марту, например, 23 года я уже была объявлена в розыск. Собственно, уголовное дело возбудили в Бурятии по статье распространения фейков по российской армии по мотивам политической и национальной ненависти. Мотивы были добавлены, собственно, не случайно, Евгений хорошо знает это как юрист, потому что они утяжелили таким образом и уголовное дело, чтобы его можно было рассматривать заочно. Что интересно, в суде долго мой адвокат пытался выяснить мотив национальной ненависти, какую конкретно группу национальную я ненавижу. На одном суде они пытались сказать, что русских, на другом заседании, что бурят. В общем, они путали, очень сильно путались, потому что из моих заявлений, цитат, которые они пытались прилагать, было непонятно действительно, какую группу я ненавижу. Но, тем не менее, это не помешало в ноябре 23 года вынести мне обвинительный приговор и дать 7 лет заключения, к счастью, заочно. Что интересно, теми людьми, которые свидетельствовали против меня в суде, оказались сплошь чиновники и общественники на зарплате. Почему-то они даже не стали особо, мне кажется, утруждаться. То есть в материалах дела даже говорится о том, что член общественной палаты, например, зампредседателя общественной палаты, пришел в здание общественной палаты, и вот у него был обеденный перерыв, и он случайно увидел мое интервью, ну, то есть они должны
фиксировать, где они его увидели. И вот там из того, что есть материалы дела, указано, что один мое интервью посмотрел в здании общественной палаты, другой в здании мэрии Улан-Удэ. То есть они все почему-то смотрели запрещенные вражеские материалы в правительственных помещениях. Ну, в общем-то, как бы иронично это не было, но тем не менее, действительно, приговор был вынесен, он устоялся в Верховном суде, потому что мы его оспаривали, и, соответственно, я нахожусь в розыске. Позже статусы иностранных агентов, ну, получили, собственно, и Free Yakutia Foundation, и Новая ТВА, но это опять тоже для всех нас было только начало. Следующий слайд, пожалуйста. Вот о чем говорил Женя. В июне 24 года Верховный суд признал несуществующее антироссийское сепаратистское движение экстремистским. Я хочу сказать, что после этого решения мы с коллегами из сетевых свобод, если не ошибаюсь. Мы пытались написать официальное обращение в Верховный суд с просьбой уточнить, кто же входит в это антироссийское сепаратистское движение, потому что нас терзали смутные сомнения, что, скорее всего, там будем мы. Ну, в общем-то, они прислали довольно формальную отписку и не захотели раскрывать нам этих данных, но в июле 2024 года, собственно, был опубликован этот список, и включили туда около, по-моему, 55, если не ошибаюсь, этнических организаций, которые признали подразделением несуществующего антироссийского сепаратистского движения. В том числе, кстати, там не только этнические движения, но и, например, Free Russia Foundation присутствует также в этом списке. Насколько я могу понять логику российских властей, им показалось из-за схожих названий, то есть Free Russia Foundation, Free Buryatia Foundation, Free Якутия, что это все одна структура. И поэтому, собственно, там и оказалась Free Russia Foundation. Но также было очень важно, что в списке оказались в том числе неформальное объединение коренных малочисленных народов Севера, Абориген Форум, например. В тот момент представители этого объединения, они находились непосредственно в России и, в общем, оказались под угрозой. Мы же к тому моменту, уже будучи нежелательной организацией, иностранными агентами, в общем-то, всех, кого могли, вывезли, а кто решил остаться, собственно, прекратили с ними взаимодействие, чтобы не подставлять. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в общем-то, и это было опять и это был не конец. В ноябре 24 года Верховный суд объявил террористической организацией Форум свободных государств пост России, выступающий непосредственно за распад России. Они об этом прямо говорят, то есть это сепаратистские силы. И, в общем-то, я, прочитав эту новость, ну, конечно, посочувствовала, как и, в общем-то, всем, но была уверена, что, естественно, ну, что-что, но Форум свободных государств пост России, ну, точно к нам не относится, потому что я неоднократно говорила, что мне не близко то, что они делают, и они меня тоже публично не раз критиковали, там обвиняли в имперскости и во всем остальном, в чем могли, но сюрприз появился уже в декабре. Собственно, ФСБ опубликовала список из 172 структурных подразделений форума, ну и в него попали организации, не имеющие никакого отношения к этому форуму, в том числе Free Buryatia Foundation, при том, что организаторы форума свободных государств пост России, когда они только начали свою деятельность, и мы, соответственно, плохо знали who is who, да, в нашем, скажем так, антивоенном движении, то они действительно приглашали меня на свое мероприятие. Но я им 2 или 3 раза отказала, заявив о том, что меня смущают некоторые участники, и, видимо, мы видим по-разному будущее, но тем не менее, что не помешало ФСБ все равно отнести к этой структуре нас. И, в общем-то, в тот момент, уже в декабре 2024 года, стало понятно, что Free Variety Foundation, ну, получила все статусы, то есть и иностранные агенты, нежелательная организация, экстремистская, террористическая. Непонятно, что еще они могли добавить. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, это еще тот же. Мгм.
Вот, собственно, кстати, вот также террористическими организациями были объявлены и медиа, такие как «Азиат России», которых я упоминала до этого, и «Коми Дейли». В общем-то, все попали в этот список, в том числе в этом огромном списке, почти где 200 организаций, были организации, которые занимаются только культурными вопросами, которые... И сложилось такое впечатление, что просто Москва спустила задание региональным ФСБ, значит, отыскать у себя этнических активистов и, в общем-то, чтобы их всех включили в этот список, потому что список был очень-очень разноплановый. И уверена, что они также сделали это специально. Это по принципу коктейля, когда добавляется очень много разных ингредиентов, все это смешивается, уже никто не поймет, кто есть кто. Собственно, есть попытка маргинализации, например, движений, которые выступают за федерализм, их тут же пытаются обвинить в сепаратизме, то, что и происходило с тем же фондом «Свободная Бурятия», потому что постоянно на различных мероприятиях силовиков российских и на выставках, которые устраивают власти России, везде фигурирует до сих пор фонд «Свободная Бурятия» как одна из главных сепаратистских организаций. И, собственно, мне рассказывали мои знакомые, которые живут в Бурятии, что в Бурятии неоднозначное отношение к фонду «Свободная Бурятия», потому что они сепаратисты. Это дословная цитата, и от этого уже очень сложно было уйти. Ну, это, собственно, целенаправленные действия властей, понятно, по дискредитации. Ну, в общем-то, они с этим успешно справляются, к сожалению. А параллельно с этим продолжались и продолжаются репрессии в национальных республиках, связанных не только с антивоенной деятельностью. Ну, вот как уже упоминалось, Баймакское дело, одно из самых крупных, где уже более 80 фигурантов. Также в июле 2025 года в республике Коми было возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении экс-директора 7/7 Павла Андреева. Он, к счастью, за пределами Российской Федерации, но, тем не менее, вот по данным УФСБ, по заданию иностранной стороны, Андреев осуществлял реализацию проектов, направленных на нарушение территориальной целостности России. Это любимая формулировка, судя по всему, сейчас властей. Андреев на это публично отвечал, и он так же, как и, например, многие представители фонда «Свободная Бурятия» поддерживает идею федерализма, вот, но что, опять же, не помешало его обвинить в сепаратизме. То есть, что бы ты ни говорил, все равно российские власти обвинят тебя в сепаратизме. И далее очень важный сегодня кейс. Алтайская активистка Аруна Арна, которая, собственно, стала лидером крупных протестов в Республике Алтай против губернатора Андрея Турчака и муниципальной реформы. На самом деле муниципальная реформа для многих прошла незамеченной, потому что в Петербурге и в Москве мы знаем, что муниципальная власть давно уже, по сути, уничтожена. Я помню, то есть, собственно, в свои журналистские будни в юном довольно возрасте я вообще не понимала, чем занимаются муниципальные депутаты. Мне казалось, что они занимаются только там установкой лавочек и каких-то дверей для бабушек, да, потому что, собственно, полномочия были полностью урезаны, но в регионах, в том числе на уровне, там, например, сел, это муниципальная власть продолжала работать, и, в общем-то, для них как раз было очень ощутимо уже формализованное полное убийство и уничтожение муниципальной власти. И вот Аруна Арна была той, которая выступала против этого, и сейчас она находится, собственно, в следственном изоляторе, и против нее возбуждено дело о призывах к терроризму. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот также важно сказать о представителях коренных народов, ну и не только, понятно, о них, но сейчас мы говорим непосредственно о них. С антивоенным взглядом, который становится жертвой провокаций силовиков, в общем-то, один из таких громких кейсов, связанных с представителем бурятского народа, это в апреле 2024 года к 10 годам строгого режима приговорили 26-летнего уроженца Бурятии Александра Матхеева. Его кейс очень символичен и важен, потому что у него диагностирована еще с детства умственная отсталость легкой степени, то есть он очень наивный и доверчивый. Он изначально был, насколько я понимаю, против войны, и в соцсетях
с ним познакомился, очевидно, провокатор, который сказал о том, что он вот собирает бойцов воевать на стороне Украины, сказал также Александру Матхееву, чтобы вот он поехал на поезде в Казахстан, где бы пришел в посольство Украины в Казахстане, но для того, чтобы туда поехать, нужно, конечно, купить снаряжение, и, конечно, нужно купить его на территории Российской Федерации, и, в частности, необходимо купить шевроны НАТО, украинские флаги, американские флаги и все остальное. Ну, так как у парня диагностировано умственная отсталость легкой степени, он все это сделал, и уже на одной из станций его задержали. Очень грубо все это было. Сотрудники ФСБ, они его как только не обзывали на этих записях. Все это было сделано для того, чтобы впоследствии эту запись разместить в сети интернет, чтобы остальные боялись хоть как-то высказывать поддержку Украине или высказывать антивоенные взгляды. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и также из Бурятии есть еще два, как минимум, политзаключенных, у которых кейсы связаны с тем, что их подставили, и это были провокации, опять же, сотрудников, очевидно. 48-летний писатель из Бурятии, отец 4 детей, он получил 11 лет строгого режима за то, что якобы облил краской бюст героя Советского Союза в Улан-Удэ. Я смотрела его интервью или записи в социальных сетях еще до задержания. Ну, было очевидно, что человек не громко высказывается против войны, но скорее у него антивоенные взгляды, и он очень осторожно пытался их озвучить. Ну, в общем-то, отдельно о нем сказал экс-глава Следственного управления СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков. Сейчас он заместитель председателя правительства Бурятии, то есть у него высокая должность. И вот он, когда говорил о директиве, сказал, что если вот он мыслит по-иному, то границы открыты, и наше государство называется Россия, а не Украина. Ну, то есть он его обвинил фактически тоже, опять же, в антивоенных взглядах. И также 22-летний уроженец Бурятии, студент Байкальского государственного университета Алексей Бадмаев, был приговорен к 14 годам лишения свободы за 13 комментариев, посвященных Легиону Свободы России, а также за перевод 500 рублей украинскому фонду. Интересно, что изначально ему дали 7 лет, но вышестоящая инстанция изменила 7 лет на 14. То есть собственно, эти ребята получили огромные сроки в результате провокации, потому что по Алексею Бадмаеву непосредственно его преподаватели и однокурсники в своих свидетельствах они подтвердили, что он неоднократно высказывал антивоенные взгляды, что, собственно, он был против войны и не скрывал своих взглядов. И, в общем-то, в официальном рапорте, опять же, представителей ФСБ, ну, в принципе, открыто они говорят о том, что их интерес к Бадмаеву изначально был обусловлен как раз его антивоенной позицией. Ну, в общем-то, ключевое, что сейчас делают власти, либо провоцируют, либо, соответственно, а, следят за тем, кто что говорил несколько лет назад. Что касается меня, также после объявления меня иностранным агентом был составлен уже протокол очередной иноагентский за то, что я не соблюдаю правила, установленные для иностранных агентов. Но в моем случае я вам сказала, что утопленник уже не боится воды. Когда ты уже, в принципе, получил один приговор, как-то пытаться сделать так, чтобы не получать другой приговор, ну, уже довольно бессмысленно. Но, тем не менее, и также я еще добавлю, что власти очень активно реагируют на любую деятельность и довольно быстро сразу же навешивают ярлыки, потому что этой весной в США фонд Ботани провел, например,
мероприятие, посвященное как раз коренным малочисленным народам Сибири, Севера и Дальнего Востока. А вот Павел Сулиндига у вас в прошлый раз был на мероприятии. И, в общем-то, уже в мае фонд Ботани российские власти объявили нежелательной организацией. Но это было связано в том числе с тем, что представители фонда Ботани также участвуют в деятельности ООН, и, в общем-то, они возражали официальным представителям России, которые говорили о том, как все прекрасно для коренных народов в России. В общем-то, за их, скажем, деятельность Кремль решил их наказать и тут же объявил их нежелательной организацией. У меня все. Большое спасибо, Александра, за этот рассказ, за то, что вы упомянули действительно самые разные дела и очень громкие, где очень много фигурантов, как, скажем, баймакские протесты, и те дела, которые, может быть, прошли как-то не очень громко и малоизвестно, вот эти дела Александра Матхеева или Саяна Зарифтуева. Действительно поражает и то, что вот эта репрессивная машина продолжает вот так реагировать и довольно быстро, в том числе вот на деятельность международную в области адвокации, на уровне ООН, что вообще для коренных малочисленных народов это ну, специально, можно сказать, создано именно для них, поскольку у них нету инструментов какой-то автономии, собственно, и представительства на уровне своей страны. И, собственно, их абсолютно законная деятельность подвергается преследованиям. Спасибо за то, что упомянули и Международный комитет коренных народов России, который тоже был создан, собственно говоря, в ответ на начало полномасштабной войны, и их голос очень громко прозвучал, антивоенный голос, что было, конечно, очень важно на фоне пропагандистских кампаний, вовлекающих коренные малочисленные народы в эти, так сказать, прославления войны и поддержку этой войны. Как раз вот Яна тянет руку. Пожалуйста, Яна, слово вам. Да, спасибо. Спасибо большое, Ольга, Александр, Евгений, за ваше выступление, поднятие темы. И да, коротко я бы хотела вот комментарий свой как член Международного комитета коренных народов России, ICIPR, сказать, что каждый член ICIPR подвергался криминализации, подвергался преследованиям. То есть мы занимались деятельностью защиты прав коренных народов, коренных малочисленных народов, еще до того, как мы покинули страну. То есть каждый из нас покинул страну вот в свое время, кто-то 8 лет назад, кто-то 4 года назад. То есть, а кто-то и, например, как моя коллега Тьян, заочная, очень много лет уже проживает в Германии, тоже подвергалась преследованием. Поэтому я скажу, даже вот Александра в своей презентации сказала, что голос коренных народов начал звучать громко. Я бы сказала, что он и звучал раньше, может быть, просто не был как бы так, конечно, слышен, но и как коренные малочисленные народы всегда на протяжении всей своей истории защищали права на землю, на своей территории, на права на ведение, продолжение своих традиционных видов деятельности. А мы знаем, почему подвергаются коренные малочисленные народы криминализации, преследованиям, потому что коренные народы проживают на самых богатых территориях, где есть уголь, газ, золото, нефть. И я, наверное, должна упомянуть один из больших кейсов или кейсов коренных малочисленных народов, а именно упомянуть имя правозащитника, который, к сожалению, в прошлом году ушел из этой жизни, Сергея Кичимова, ханты, представителя народа ханты, который был который был защитником священного озера Имлор в Сургутск, я не помню, как район называется. В общем, он боролся с Сургутнефтегазом за свое озеро и за
продолжение ведения традиционного образа жизни, оленеводства для своего народа. В общем, и я сама, как представитель шорского народа, который проживает в Кемеровской области, который известен очень угледобычей, тоже могу сказать, что коренные народы очень сильно сталкиваются с вот этой борьбой за свои земли и борьбой с такими, я не знаю, большим бизнесом, и при этом вкупе с российскими властями, которые давят, то есть используют определенные методы давления, преследования на коренных представителей, на коренных активистов и правозащитников. Я должна упомянуть еще, я бы хотела упомянуть также, как действуют российские власти вкупе с добывающими компаниями. То есть это начиная с каких-то профилактических бесед, начиная с каких-то бесед о подкупе, например. То есть компании имеют большие деньги, они начинают разделять людей, разделяя власть — один из старых методов. Далее, если люди продолжают дальше стоять на своем и защищать права, то начинают идти в действие, то есть дальнейшие такие методы, как распространение слухов, грязные статьи в социальных медиа, то есть такие более еще, можно сказать, легкие методы, да, которые, может быть, где-то на каком-то этапе человек может сломаться. И, конечно, потом уже предупреждение об уголовной ответственности или административной ответственности, затем заведение, то есть фабрикация дел, и затем угрозы, например, через родственников, друзей и так далее. И, то есть в моем случае это были преследования, то есть слежка за моими детьми, тотальная слежка за мной, за детьми. И, то есть начинаешь как бы задумываться, где вот эта грань, когда человек думает уже продолжать или не продолжать эту деятельность. И кто-то на каком-то этапе ломается, кто-то на каком-то этапе начинает договариваться, а кто-то вот просто уезжает. Да? Вот мы с семьей приняли решение уехать из страны и попросили убежища. То есть и таких активистов, правозащитников тоже немало из числа коренных народов, которые не могут, у которых запрет на въезд в страну уже, и которые не могут вернуться, и у которых народ, родственники продолжают жить на тех землях, на родных землях. Поэтому я скажу, что вот эти методы, наверное, они вот как бы по сценарию вот ФСБ, российские власти, там добывающие компании, они используют по сценарию к каждому правозащитнику. А еще я бы хотела упомянуть, что так как вот Ольга сказала про взаимосвязь, взаимодействие с Организацией Объединенных Наций, так как это международная большая площадка для поднятия, да, голоса, для защиты прав коренных народов, российские власти хотят отрезать коренные малочисленные и немалочисленные народы от этой площадки. Тем самым они вносят там, в эти списки экстремистов, террористов, иностранных агентов, вносят представителей и организации коренных народов для того, чтобы посеять страх в тех общинах и коренных представителях, которые на местах, для того, чтобы они не общались, не продолжали взаимодействие друг с другом. И тем более самое, наверное, печальное, когда они вносят вот в такие списки людей и организаций, которые находятся на местах. Это самое опасное для них, потому что вот мы, как наша организация, мы работаем в изгнании, и весь удар, то есть мы берем на себя, я имею в виду, мы говорим на всех каких можно международных площадках о всех действиях российской власти, но люди, коренные народы, они находятся там на местах, вот так
такая сеть, как Абориген Форум, к сожалению, на сегодняшний день вот тоже подвергается вот таким преследованиям. И это за вот взаимодействие с Организацией Объединенных Наций. Я еще скажу, что у Организации Объединенных Наций есть механизм получения информации о криминализации, reprisals, у них называется, по-моему, когда люди, которые сотрудничали с ООН, например, подавали жалобы, выступали в ООН, и которые подверглись преследованию со стороны властей, они могут проинформировать механизмы ООН, а именно Управление Верховного комиссара ООН, о преследованиях. Наверное, это не совсем кратко получилось. Спасибо большое за то, что дали мне слово. Мгм. Спасибо большое. Дорогие коллеги, если есть еще какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, поднимайте руку, и мы дадим вам слово обязательно. Э, Я бы хотела у Евгения спросить более подробно, может быть, или так кратко, но о баймакском деле, потому что действительно, пожалуй, это самые масштабные протесты, которые связаны и с экологической повесткой, и с повесткой прав коренного народа. Как развивается сейчас этот процесс и вообще какую роль он сыграл в современной ситуации преследования? Ну, процесс продолжает развиваться. Уже огромное количество людей привлечены к ответственности. Если я правильно помню, последний или крайний, как это можно назвать, приговор был вынесен 19 сентября этого года по этому делу, которым несколько человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Фактически всех преследуют за насильственные действия. И что мне нравится, пока тема экстремизации их действий, она государством не поднимается в рамках приговоров, в рамках уголовных дел. Благодаря этому стороне защиты удается выиграть в уголовные дела сейчас в России нельзя, особенно по таким процессам, но удается найти некий компромисс в виде тех сроков, которые года 3-4 назад еще пугали, но сейчас уже считаются победой. То есть назначают лишение свободы порядка 3-5 лет, в диапазоне 3-5 лет лишения свободы, учитывая, что большинство людей находится под стражей с 24 года, с начала 24 года, зачет идет день за полтора, то большинство из назначенного наказания люди, как правило, отбыли, и, скорее всего, большинство из этих людей будет отпущено на свободу уже к моменту, когда будет рассмотрена апелляция. То есть это репрессивная машина, это огромное репрессивное дело, но по нынешним меркам, к счастью, удалось его остановить вот на таком этапе, когда оно не стало катастрофическим, просто судьбы разрушающим для людей, которые принимали участие в этих протестах. Но это не первое похожее дело. Еще, как мы помним, было ингушское дело, которое очень похоже по теме протеста и которая похожа по развитию событий. Но, правда, в ингушском деле вот ситуация была чуть похуже с сроками, которые были назначены. Как правило, наказания назначали там больше. Но это специфика Северного Кавказа. В общем и целом, полагаю, что если нечто подобное протеста произойдут сейчас, то мы здесь можем увидеть уже применение решений Верховного суда, которым куча организаций, представляющих коренных народов, были признаны экстремистскими, и не ровен час эти протесты могут быть признаны как участием в деятельности экстремистской организации или попыткой вовлечения людей туда. Я практически уверен, что как раз решение Верховного суда — это реакция на баймакские процессы. Это одно из тех событий, которое подтолкнуло государство к принятию этого решения, потому что государство сейчас реагирует экстремизацией на все,
чего оно только опасается. Кстати, совсем свежая новость, буквально вчера или позавчера ФСБ России возбудило уголовное дело о создании террористического сообщества в отношении антивоенного комитета, ну, не в отношении людей, которые входят в антивоенный комитет. И, по всей видимости, это реакция ФСБ на то, что при ПАСЕ появилось представительство россиян, то, что при ПАСЕ появился голос независимых оппозиционных россиян. То есть государство вот таким вот образом, видимо, будет теперь реагировать на попытку представлять интересы какой-то группы людей в международных органах, которые Россия не может признать какими-то экстремистскими, нежелательными, не может наделить их токсичными статусами просто в силу их, в силу того, что, во-первых, либо сама принимала участие в их создании, либо является участником, либо ранее участвовала в них. Это тоже достаточно тревожная тенденция. Конечно, доступ к материалам дела еще не получен, но это показывает, во-первых, насколько государство боится сопротивления ему на международных площадках и показывает, на что оно готово пойти ради того, чтобы сделать такие представительства россиян на международных площадках токсичными. Мгм. Спасибо. Да, действительно, мы наблюдаем, как вот какие-то темы экстремизируются, вы правы, и те, которые раньше еще казались безобидными, там какая-нибудь охрана природы и еще что-то, мы наблюдаем за тем, как государство очень остро реагирует на действительно как бы криминализуя то, что еще недавно казалось таким беззубым и безобидным. Стефания спрашивает, может ли кто-то из присутствующих рассказать поподробнее о деле Николая Зюзева. Это ученый из Коми, и как будто он носитель языка Коми. Может быть, кто-то более подробно может рассказать об этом. И у нас не очень много осталось времени. Тиан хочет сказать, пожалуйста, если можно, не очень длинно. Да, добрый вечер, так сказать. Ой, извиняюсь, совсем не видно. Я просто хотела, как говорится, спасибо, было очень интересно все. И я просто хочу сказать, что Камчатка это, так сказать, это мое гнездо, так сказать, которое я уже не посещаю. Но меня очень беспокоит. Там были, Камчатка, там на всего население примерно 300 тысяч человек. И там были активисты. Одного, так сказать, еще после 2014 года там он погиб. Но я имею в виду журналисты, которые, так сказать, свои блоги вели. Потом, значит, арестовали там также одного яблочника, он журналист был, он тоже вел, так сказать, свой блог. Можно было оттуда брать, так сказать, информацию, потому что мои, как говорится, контакты, они вроде бы уже вымерли со временем. И вот в этом году, вот в сентябре, значит, там у Василии еще 7 женщин или 6 женщин были обыски, и Василюк, так сказать, тоже ее признали в октябре экстремисткой, и она в СИЗО находится. И можно о ней, так сказать, у нее разные, так сказать, планы, но она блогерша, и у нее были разные темы, и она интервью брала также у людей, представителей коренных малочисленных народов Камчатки, которые живут, как говорится, там на севере Камчатки. И понимаете, то есть, как говорится, Камчатка, хотя и полуостров, но это остров, понимаете? Оттуда теперь информации, как говорится, практически нет. То есть, по крайней мере, я не могу найти. И я опасаюсь также за людей, которые давали интервью об оленеводстве, о рыболовстве и обо всем, так сказать. То, что коренные малочисленные народы там на севере особенно переживают. У меня просто, так сказать, большая, я просто боюсь за тех людей, которые говорили правду. Вот как раз сейчас в июне, в конце июня, да, и потому что у нас там еще есть представитель коренных малочисленных народов, который выступает на стороне правительства, на стороне, так сказать, я думаю,
рыболовных олигархов, что вот все у нас хорошо. И он выступал, кстати, его зовут Метелец, он выступал в Нью-Йорке, он выступал вот в Женеве в этом году. И я просто, понимаете, хочу высказать свою озабоченность. Спасибо. Спасибо, Тиан, большое. Действительно, это мы тоже очень беспокоимся за тех людей, которые, что называется, на земле находятся, и надо думать о том, как обезопасить какие-то каналы получения информации, чтобы эти люди не пострадали. Но действительно сейчас опасной становится все. Буквально там какие-то блоги чуть ли не на бытовые темы о природе или о традиционном образе жизни, глядишь, и тоже будут объявлены экстремистской деятельностью. А, Вот. Значит, по поводу дела Зюзева, Евгений, может быть, вы что-то прокомментируете? Статья Есть у него 275.1. статья 275 прим. 1, он находится под стражей, дело расследует Сыктывкарское ФСБ. Юзев вину не признает, его обвиняют в том, что он поддерживал конфиденциальное сотрудничество с одной из немецких организаций для организации некоторых мероприятий уже после 22 года. Больше пока, к сожалению, здесь я рассказать не могу. Дело с грифом «Государственная тайна». Соответственно, все, кто принимает участие, отобраны подписки о неразглашении сведений. Поэтому такая ситуация пока с ним до конца непонятная, но мы только узнали об этом деле буквально 3-4 недели назад, и сейчас идет процесс изучения того же, что с ним происходит досконально. Потом обязательно поделимся всей информацией, которой можно будет поделиться. Простите, один вопрос. А адвокат там вообще есть такой, который что-то может? Адвокат в деле есть. Угу. Ну, это не назначенный адвокат, да? Там, то есть кто-то нормально работает, да? В деле был назначен адвокат. Зюзев содержится под стражей с июля. О нем фактически никто не знал. Узнали совершенно случайно. И после этого у него появился адвокат. Примерно с октября у него появился адвокат. То есть он больше 2 месяцев был, фактически 3 месяца был без адвоката. Просто о нем никто не знал, он был брошенный в СИЗО. Я просто добавлю, Пожалуйста. дополнительные сложности, они заключаются, во-первых, Жень, не даст соврать, нехватка адвокатов, она сейчас существует очень большая, в том плане, что, например, в Бурятии нет, мы особо не знаем, вот, скажем, адвокатов, которые готовы заниматься политическими делами. Поэтому некоторые правозащитные организации, они просто ждут, когда в каком-то регионе появится еще одно похожее дело, и тогда они могут отправить адвоката, например, из Красноярского края в Бурятию, у которого будет сразу 3 кейса, и поэтому ему есть резон, скажем, туда ехать. Вот этот момент существует. И второй, конечно, нет достаточной солидарности, скажем так. То есть зачастую о политзаключенных, в том числе из национальных республик, о них забывают. То есть понятно, что это касается не только национальных республик, вообще в целом из регионов. Но тем не менее, когда начинают говорить о политзаключенных, понятно, что их сейчас очень много, но чаще всего мы слышим о политзаключенных там, или из Центральной России, или там до Урала, а дальше уже идет тишина, скажем. И поэтому приходится в том числе каким-то инфлюенсерам или российским оппозиционерам за границей, говорить о том, что вам же будет лучше с точки зрения вашего позиционирования, скажем, имиджевого, если вы все-таки в своих выступлениях будете вставлять, что вот есть еще там Алтан Ачиров из Калмыкии, которого посадили за антивоенные посты, вот есть Алексей Бадмаев там из Бурятии-Иркутской области и так далее. Но
так или иначе, мне кажется, что представители коренных народов, они чувствуют себя немножко за бортом этой дискуссии, потому что они не оказываются на первых полосах, условно говоря. И вот эта ситуация, как ее изменить, я пока еще до конца не придумала, но я работаю в этом направлении. И то, что говорила Яна, я согласна абсолютно, что коренные народы, они действовали и выступали и до полномасштабного вторжения. Просто действительно голоса стали слышнее после начала полномасштабного вторжения. И, кстати, здесь можно сказать огромное спасибо украинским медиа, потому что одними из первых, кто начал очень активно приглашать представителей коренных народов России на свои площадки, это были украинцы, которым сказали о том, что они все нацисты и их будут денацифицировать. И им стало очень интересно, какая же ситуация в этом вопросе в России. Поэтому они предоставили огромные площадки для представителей коренных народов. И сейчас, когда обсуждался вопрос создания российской делегации в ПАСЕ, собственно, украинцы пролоббировали, чтобы треть этой делегации состояла из представителей коренных народов России. То есть фактически можно сказать, что главными борцами с российским империализмом являются все-таки украинцы. И это такой важный фактор. Но мне, конечно, хотелось бы еще, чтобы были более слышны голоса активистов из числа коренных народов, тех, которые занимаются действительно защитой прав коренных народов много лет. Потому что, к сожалению, но это моя личная точка зрения, что появилось много так называемых хайпажоров, которые плохо разбираются в вопросе, но при этом создают очень большие скандалы. И таким образом получилось так, что даже для некоторых, может быть, сочувствующих политиков из числа российской оппозиции, тема коренных народов, она стала во многом токсичной, потому что они, не знаю, несколько раз неправильно, некорректно сформулировали, их тут же начали отменять, их тут же начали там, обвинять в том, что они все расисты, имперцы и все остальное, и многие из них просто предпочли вообще не высказываться по этому вопросу никак. И это тоже такой момент, над которым нужно работать обеим, безусловно, сторонам, то есть я не говорю о том, что это только на плечах коренных народов, естественно, и сами представители московской, скажем, петербургской оппозиции, но они все-таки должны понимать, что тема деимпериализации сознания России, она все-таки очень важная. И я недавно участвовала в форуме 2000, это крупный правозащитный форум в Чехии, который в свое время основал Вацлав Гавел, но это common knowledge. Все-таки среди представителей там, разных стран, в том числе Аргентины или европейских стран, или азиатского региона, что Россия сегодня является империей, что она ведет имперскую войну. И мне не совсем понятно, почему это понимают, скажем так, все в мире, кроме многих представителей, не всех, конечно, но многих представителей российской оппозиции. И самый мой последний поинт, он заключается в том, что хотелось бы, чтобы представители коренных малочисленных народов России, они говорили все-таки сами за себя, и их было больше слышно, потому что сегодня есть такая тенденция, когда представители коренных народов, крупных российских, пытаются говорить за коренных малочисленных народов. Мне кажется, что это не совсем тоже здоровая ситуация. Все-таки нельзя, борясь с колониализмом, самим становиться немножко колонизаторами. Спасибо. Спасибо большое, Александра. Это очень хороший завершающий аккорд нашей дискуссии. Нам уже пора заканчивать. Большое спасибо спикерам и всем присутствующим. Мы, как правозащитники и как защитники прав уязвимых групп, конечно, выступаем за то, чтобы эта вот экспертность, так называемая фундированность и понимание процессов становились глубже, чтобы коренные народы, малочисленные и не малочисленные, говорили сами за себя и находили общий язык. И, конечно, за то, чтобы вот общее понимание и теми, кто задумывается о будущем России, становилось более адекватным и учитывало мнение представителей коренных народов, защитников их прав. Большое всем спасибо. Если кто-то из ваших друзей и коллег не смог присоединиться или не успел, то мы опубликуем этот вебинар, видео на нашем ресурсе и в социальных сетях, и на сайте.
До новых встреч. Всем большое спасибо. Спасибо большое. Всем всего доброго. До свидания.